Представьте себе, что самая лучшая туристическая деревня мира, оказывается, находится не в Швейцарии, не в Италии, а здесь, у нас в Казахстане. Аул Сате в Кегенском районе Алматинской области получил это звание от Всемирной туристической организации UNWTO. И сегодня я приехал в Саты, чтобы посмотреть, а как сегодня выглядит лучший аул мира. Әуе билеттерін сатамын. Арзан. Aviasales.kz. Впервые я оказался в Саты в 2021 году. Тогда по приглашению моего алтайнагаса Баржана Сериковича я впервые оказался в Алматы, и он сразу же отправил нас в путешествие по красивым местам Алматинской области. И я был просто поражен красотой Казахстана. Природа здесь действительно поистине захватывает дух. Величественные горы Тянь-Шаня, покрытые изумрудными лесами, словно стражи охраняют это волшебное место. А зеркальная гладь озера Кульсай завораживает своим геометрически правильным отражением. И даже говорят, что с определенной точки можно поймать полную симметрию. Причем выглядит это настолько фантастически, что кажется, как будто ты паришь между двумя мирами. Кстати, мне кажется, тоже мне удалось это сделать и поймать с дрона этот кадр. Ну а озеро Каинды – это настоящее чудо природы, где из бирюзовой воды выступают стволы затопленных елей, создавая сюрреалистический пейзаж. Здесь, вдали от городской суеты, ощущаешь себя совсем другим человеком, а все городские заботы уходят на второй план и становятся настолько несущественными и даже немного смешными. Так что природа Саты – это не просто пейзаж, это настоящая симфония чистой и естественной природы, которая окружает на самом деле человека с самого момента его появления на планете Земля. И это то, что заставляет замереть в благоговейном трепете перед величием окружающего мира. И, наверное, поэтому Саты так привлекают сотни тысяч туристов со всего мира. Кстати, интересно, что когда я приехал в Саты в 2021 году, я остановился в гостевом доме Алгадос у прекрасной Шакиры. О, Агапчик, привет! Как дела? Нормально. Как здоровье? Все хорошо? Вы знаете, что Сате стал номер 1 в мире туристический аул? Да, знаем, хорошо. Почему? Красивые места? Да, за природу, за красивые места. Да. Ну супер, құтты болсын. Поздравляю. В этом доме останавливался известный журналист Юрий Дудь, когда приезжал сюда снимать интервью с популярной группой Ирина Кайратовна. Кстати, а сейчас тут есть и моя фотография, а еще рядом появилась и фотография Димаша Кудайбергена, который тоже, как оказалось, когда приезжал сюда для съемок, останавливался именно у нашей Шакиры Татя. Но, конечно, главное, что я хотел вам рассказать, это про то, как сам аул изменился за эти 3 года, и что тут теперь есть интересного, почему аул Саты стал лучшей туристической деревней планеты. Кстати, встретил меня лично Аким аула Саты. Наверное, это потому, что организовать поездку мне помогли в управлении внутренней политики Акимата Алматинской области, за что им большое спасибо. Единственное, сразу добавлю, меня не просили приукрашивать, мне сказали показать все как есть на самом деле. Көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи паркі жұмыс істейді. Ол жерде штат бойынша 126 адам. Ауылдағы мәдениет үйі жұмыс істейді. Мәдениет 2010 жылы пайдалануға берілген, ал биылғы жылы ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жұмыс аяғына жақындап келе жатыр. Және де ауылымызда таушелек мешіті жұмыс істеп тұр. 2007 жылы Көлсай көлдері ұлттық табиғи паркі құрылды. Енді ауылымызда табиғат жақсы болғаннан кейін алыс жақыннан демалушылар көптеп келіп жатыр. Негізгі ауылдық округтың айланысына ауыл шаруашылығы және сонымен қатар туризм дамып жатыр. Вы знали, Саты аул ең мықты әлемде аул туристик? Иә. Былтыр жылы сол номинация бойынша ауыл алды. Дүниежүзі бойынша ең бірінші орындағы ауыл деп көрсетілді. 2000 жылдары ауылда экотуризмді дамыту жөнінде жұмыстар жүргізілді. Сол жұмыс әлі жалғасын тауып келе жатыр. Керемет. 2000 адам ауылда бар. Тұрғындар саны кейінгі санақ бойынша 1397 адам. Ал келіп кетіп жұмыс істейтін адамдар сарабында кәсіпкерлер бар. 59 шаруа қожалығы жұмыс істейді. 102 жеке кәсіпкер жұмыс істейді. 6 дүкеніміз бар. Халыққа қызмет көрсететін тамақтану орындары бар. Даже этот донер кебаб бар. Бар, донер кебаб бар. Күшті. Керемет ауыл.
Рахмет сізге. И что тут скажешь, действительно, аул довольно сильно изменился. И самого главного, что надо отметить, здесь появился быстрый интернет, что очень важно, ведь социальные сети сегодня открывают грандиозные возможности. Каждый турист теперь может сделать пост в социальных сетях о красоте нашей природы, а этот пост увидят тысячи и тысячи новых потенциальных туристов. И такое сарафанное радио на самом деле это лучшая реклама, которая, кстати, позитивно сказалась и на Сате. Чувствуется, что сюда стремительно едут туристы со всего мира. У нас с Америки. Is it okay for you to film? Film it? Yeah. Okay. Yeah, I'm vlogging. Do you know that this place is the #1 village worldwide? No. Like #1 touristic village worldwide. Why? Вы слышали об этом? I heard about that, but I'm not sure is it like 100% like true information, but yeah. Yeah, that's true. I've checked it today before coming. In terms of the number of people that come, or the most favorite village, or #1 how? It's like the best touristic place, the best touristic village to come, because you can visit many interesting places, beautiful places. It is beautiful. Yeah. It's truly lovely. I was walking around this morning, and it was beautiful. Is it your first time here in? Oh, yes. Yeah. А вы уже где были? Мы посетили Кульсай, Чаран. Мы сейчас через 20 минут поедем в Каинды. Каинды? Wow, good luck. Thank you. Yeah. Спасибо, Рахмет. В Саты сегодня открываются отели, хостелы, гостевые дома, магазины, кафе и рестораны. Тут даже есть своя кофейня и донерная. Скоро планируется открытие Дома культуры, но больше всего меня поразила местная школа. В ауле, где живет всего 1500 человек, работает школа, в которой изучают языки программирования. Здесь есть полноценный спортивный зал, тренажерный зал, библиотека и даже актовый зал с самой современной аппаратурой. Я сам родился и вырос в Петербурге, это туристический город, и с детства мы бегали посмотреть на приезжающих к нам туристов, пообщаться с ними, попрактиковаться в английском языке и узнать об их странах и культуре. Так что я на себе знаю, что такой культурный обмен очень важен для детей. Поэтому то, что сегодня тут большая школа и много детей, это очень круто. Они тоже видят своими глазами иностранных гостей, контактируют с ними и тем самым получают важнейшие знания о том, насколько на самом деле наша планета богата самыми разными странами, людьми и их обычаями, культурой и традициями. Ну и конечно, хоть аул Саты действительно изменился за последние 3 года, но надо вернуться к тому, что главное богатство этих мест это, конечно, природа. Озера Кульсай и Каинды это настоящие жемчужины Казахстана. Кульсай это система из 3 горных озер, расположенных каскадом, их называют жемчужным ожерельем Тянь-Шаня. А Каинды это уникальное озеро, возникшее после землетрясения, из его изумрудных вод торчат стволы затопленных елей. И мне также удалось попасть в здание, где работает Государственный национальный природный парк Кульсайские озера, который работает с 2007 года, и именно благодаря которому последние годы мы видим развитие туризма и инфраструктуры в этом регионе. Вы знали, что аул Саты стал #1 Конечно. В мире? Да? Поселок Саты в мире по номинации «Лучшая туристическая деревня» среди 298 деревень по всему миру. Он стал обладателем этой премии и этого звания. Это, конечно, для нас честь и для нас отрадно. Вот это название то же самое Саты. 300 Вау. Сравнительный анализ можно здесь подавать. В прошлом году 244 713 человек прибыло, а в этом году 351 тысяча. То есть ежегодный рост, наблюдается рост туристов. Кстати, несмотря на то, что мы сегодня много говорим про Кульсай и Каинды, на самом деле нельзя и упомянуть о других достопримечательностях. Именно тут протекает речка Мерке. Вы же, наверное, все слышали эту песню. Немногие знают, что речка Мерке несет свои бурные воды именно тут, недалеко от аула Саты. Кеген ауданы Жалағаш ауылы, Тоғызбұлақ ауылындағы Шетмерке ауылы, Шетмерке өзені. Бұл жерде көбінесе жазда не болады? Демалыс орны. Осы жақта қазақ үйлер тігіледі. Жаз кезінде ашық болады көбінесе. Көбінесе осы жерде туристер келеді. Және ауылдағы кісілер де көбінесе осы жерге демалуға келеді. Көбінесе жерде жаз кезінде ғана ашық тұрады көбінесе. Шетмерке өлеңінде жалпы Жалғаш ауылындағы Тоғызбұлақтағы Шетмерке туралы табиғаттары, елкалары, жаңағы су туралы, осы табиғаттың кереметтілігі туралы өлеңде айтылған. Барлықтарыңызды осы Шетмерке өзеніне демалуға шақырамыз. Қалмай келіңіздер.
ассалаумағалейкум. Бізде Алматы облысы Кеген ауданы Жалағаш деген ауыл. Мына Иванбек деген бауырымыз бізде қонақта келді. Көлсай қайыңдыны көріп кетті. Мына енді біздің ауылға қар ерте түседі, қыс ерте түсетін жер. Таудың бәрі қар, әйтпесе бізде мына жерде орта меркі, шет меркі деген жақсы демалатын табиғи өте керемет жер бар. Орта меркі, шет меркі деген атақты Қапез атамыздың өлеңі бар. Меркі, орта меркі, шет меркі деген. Соны тыңласаңыздар, сол әнде бәрі бейнеленеді. Үлкен екі шатқал, бірінші шет меркі Тоғызбұлақ ауылының ар жағында. Онан соң орта меркі болады. Орта меркіде қазір уже ауа райының салқындауына байланысты. О жерде қазір жоқ. Жаз айларында о жерде демалатын қазақ үйлер болады. Біздің табиғат Алланың бере саған сыйы өте бір жақсы жерде орналасқан. Келіңіздер, демалыңыздар, аман болыңыздар. Рахмет. Скажите, а какие планы? Вот я знаю, что такая дорога непростая до КНД, например. Есть ли планы дорогу проложить? Или может, там, я не знаю, ну что может быть, вертолетный этот тур? Нет, смотрите, сейчас в первую очередь у нас обустройство турмаршрута. Да? У нас проблемные вопросы. Вначале было обустройство нижнего озера Кульсай. В перспективе мы хотим это озеро закольцевать, чтобы рекреационную нагрузку снизить и побольше удобства для туристов было. Это первый план. Второй план — разделение конно-пешего маршрута, ведущий от нижнего озера до среднего Кульсай. Самое проблематичное — это, конечно, озеро Хайнда. Там отсутствует система интернет-связи, отсутствует дорога, линия электропередач. Но для этого все уже предпосылки сделаны. Уже план есть. План есть, проектная сметная документация уже готова. Я думаю, что если государство выделит бюджет по строительству дороги, там есть все сметные документации для строительства дамбы. Нацпарк со своей стороны совместно с комитетом лесного хозяйства и животного мира и областным управлением туризма сейчас заканчивается 450 метров пеший маршрут для удобства туристов на озере Хайнда. Супер, круто. Спасибо вам. Удачи. Алха, Казахстан. Алха, Казахстан. В общем, подводя итог, скажу, да, друзья, Саты — это действительно уникальный аул. И, конечно, наверное, главный феномен такой популярности — это природа. Красивые пейзажи, невероятно кристально чистый воздух и тишина — это то, зачем сюда приезжают люди. То в сравнении с 2021 годом здесь полноценно развивается туризм. Тут облагораживается и обустраивается прилегающая территория. И это очень важно, ведь комфортный туризм может привлечь еще больше туристов, которые будут готовы приезжать сюда не один раз и будут рекомендовать наши красивые места для других людей. Ведь все мы с вами понимаем, что на самом деле туризм не только создает рабочие места и приносит доход в регион, но он еще и популяризирует Казахстан во всем мире. И Саты показывает, что это возможно. Этот маленький аул в горах Казахстана действительно уже сейчас может конкурировать с лучшими туристическими направлениями мира. Более того, посмотрев, как сегодня развивается наш Саты, я уверен, что это только начало.